Думаю, только ленивый не предсказывал, что в 2018 будет наводнение смартфонов с экранами 18:9 или по-народному 2:1. Теперь же можно сказать, что весь интернет и серьезные дяди-аналитики не ошиблись, потому что за дело серьезно взялись китайские производители. Про Huawei P Smart вы уже знаете, обзор был недавно. А вот Meizu M6s новичок, у которого ценник даже приятней получился. Сейчас это чуть ли не самый доступный нормальный безрамочник, и я, во-первых, хотела бы узнать, что в нем еще есть хорошего, кроме экрана, а во-вторых, сравнить его с более дорогим P Smart. Уверена, они зарубятся на равных. Начну с M6s и его сканера отпечатков, который неожиданно находится сбоку, на правой грани корпуса. Meizu впервые делает такой эксперимент, и я даже сомневалась, что столь тонкий сканер сможет нормально и без ошибок узнавать палец. Но на деле все отлично, и к месту такому даже легко привыкаешь. Причем все равно дотрагиваешься до сканера как человек или как-то наискось вверх тормашками, срабатывает одинаково быстро. В общем, молодцы. У P Smart в этом плане все по классике. Сканер сзади. Момент с разблокировкой – это первый весомый аргумент в пользу одного из смартфонов. Тут уже кому какой вариант больше удобен. Второй момент касается дизайна. С одной стороны, все похоже. Руки одинаково холодит металл, да и с расположением элементов все узнаваемо. Такое впечатление, что дырки в корпусе резали на одном станке. Хорошо, хоть Meizu подумали, как не спалиться, и перевернули микро-USB вверх тормашками и винтиков накидали по бокам. Тем не менее, общий вид китайцев все же разный. У Meizu цельнометаллический корпус с уже знакомыми прожилками пластика, а-ля «Привет, Купертино». У Huawei алюминия в корпусе поменьше. Его частично дополняют широкие вставки того же пластика. На верхней, кстати, находятся две камеры. Они также выпирают из корпуса, как и модуль M6s. Последний хоть и один, но выглядит достойно на фоне пары конкурентов. Речь идет о 16-мегапиксельном сенсоре от Samsung с апертурой f2.0. В свою очередь у Huawei менее светосильные 13 мегапикселей, которые дополнены вторым объективом для боке. Как известно, у южнокорейского гиганта с камерами все в порядке. Пускай модули старенькие, он часто выдает более качественные фото, нежели оптика конкурента. Зато у последнего есть портретный режим, размывающий задний фон. Фронталка у Meizu тоже от Samsung, но она тащит уже не так сильно, как основная камера, что отражают и сухие цифры. Видео оба смартфона пишут Full HD, без какой-либо стабилизации. Дружба с Samsung на камерах не закончилась, а наоборот, можно сказать, только начиналась. Помните, в обзоре Galaxy A8 я хвалила новый процессор Exynos 7885, в котором меньше мощных ядер, чем у флагманов. Зато есть их графика, за счет чего смартфон и в системе шустро работает, и танки на высоких легко тянет. Так вот, Meizu M6s первым получил слегка упрощенную версию этого чипа Exynos 7872. У него 2 производительных ядра и 4 экономичных, а главное – графический ускоритель Mali G71, так как чип все же слабее своей старшей версии. На высоких тяжелые игры он не тянет, а вот на средних легко выдает 40-60 FPS и смотрится заметно лучше в этом плане, нежели P Smart, что подтверждают и бенчмарки. Хотя, если отложить игровую производительность, то так и не скажешь, что есть между ними особая разница в плане скорости. Тут больше в глаза бросается отличие оболочек. Рассуждать, какая из них лучше, не стану. Лучше вы напишите в комментариях, круче Flyme или Emotion UI. А вот то, что P Smart уже с коробки работает под новой версией Android 8.0, это однозначно плюс в сторону Huawei. Прежде чем еще тезисно накидаю плюсов и минусов, небольшая остановка на экранах. В обоих случаях это Full View с почти одинаковой диагональю и разным разрешением. Дисплеи хороши, особенно в контексте доступных устройств. Матрицы яркие, с широкими углами обзора и довольно тонкими рамками. Вот за счет таких смартфонов экраны 2:1 и станут массовыми, как все и предсказывали. А теперь несколько дополнительных плюсов и минусов моделей. У P Smart есть весомый козырь.
поддержка NFC, зато нет быстрой зарядки. У M6s набор зеркальный, то есть заряжается он оперативно, а с бесконтактными платежами работать не может. В итоге у Meizu M6s из достоинств не только один экран. У него есть пока эксклюзивное бюджетное железо с хорошей графикой, интересная реализация сканера отпечатков и парочка приятных мелочей. Вдобавок, это не просто один из самых доступных безрамочников, он еще и достойно выглядит на фоне старшего конкурента. На стороне P-Smart тоже несколько железных фактов, например, свежий Android, камеры с портретным режимом и NFC. Как всегда, финальный вердикт за вами. Пишите в комментариях, какая из моделей, по вашему мнению, круче и почему. Ставьте лайк, если сравнение вам понравилось. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, а также смотрите другие наши видео. Например, сравнение A8, S8 и A7 2017 года и топ-8 причин начать использовать Telegram. Пока!